Привет! Всем здрасте! Давайте перемоем косточки нашей, так сказать, крипте, мать ее в душу валюте. Цена биткоина сегодня обновила минимум 2 недель. Остальные криптовалюты также дешевеют из-за эскалации напряженности между Россией и Украиной. Котировка биткоина по данным на 12 часов 54 минуты МСК составляла 37,192 тысячи долларов. В ходе торгов цена цифровой валюты опускалась до минимальных более чем за 2 недели 36,370 тысячи долларов. Эфир, вторая по популярности криптовалюта в мире, дешевеет на 1,4% до 2,548 тысячи долларов, приближаясь к минимуму с конца января. Раньше криптовалюты имели репутацию защитного актива, сродни золоту. Однако их динамика во время последних кризисов указывает на то, что криптовалюты показывают гораздо большую корреляцию с рынками акций. Тем временем сооснователь криптовалютной биржи Хаобиду Цзюнь отметил, что старта нового бычьего тренда биткоина не стоит ждать ранее 2024 или начала 2025 года. У нас индекс РТС падает почти на 10%. Да, мы в хороший день Вот, да, вот смотри, вот у меня, например, да, есть, ну, у меня, конечно, нет инвестиций, поэтому, да, в данный момент мы это говорили. Основные риски криптовалют связаны с их анонимностью и крайне высокой волатильностью. Последний фактор может быть источником заражения всей финансовой системы, считает зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Легализация обращения криптовалют, даже при наличии запрета на их хождение в качестве платежа, повлечет опосредованное заражение финансовой системы рисками, которые связаны с волатильностью криптовалют. Нам надо внимательно к этому отнестись, заявил Заботкин на заседании Комитета Госдумы. Вот к тебе обращаются инвестиции. Василий, вот защити вот сейчас. Вот защитная стратегия вот что, какая? да. Это Где самый защита? часто задаваемый вопрос, особенно когда... Потенциальный риск, связанный с волатильностью этих активов, ЦБ также видит в возможном их использовании в качестве обеспечения. Даже если предусмотреть исключение, что залоговые операции под криптовалюты будут запрещены, они могут быть структурированы другими способами, например, через сделки репо. Если вы разрешаете торговать криптовалютами, то на самом деле запретить их использование в качестве объекта обеспечения, но при этом крайне ненадежного, будет практически невозможно, отметил зампред ЦБ. Про технические металлы, вот они служат сейчас защитным активом? Просто у нас задача сегодня не только поругаться, И вообще, да, наверное, может, какие-то мысли дать если защита, да, я просто вообще немного продолжу. существуют, да, немного защитные дополню активы вопрос сегодня. Кирилла. ЦБ на прошлой неделе направил в Минфин свой пакет законопроектов, согласно которым регулятор предложил запретить в России как майнинг, так и оборот криптовалют, ввести административную ответственность за нарушение. По мнению Заботкина, позиции ЦБ и правительства расходятся в оценке масштабов рисков, связанных с анонимностью и волатильностью криптовалют, а также в оценке последствий введения предлагаемого правительством регулирования. Особенно вот сегодня у нас индекс РТС падает почти на 10%. Да, мы в хороший день вот, да, вот смотри, вот у меня, например, да, есть, ну, у меня, конечно, нет инвестиций, поэтому, да, в данный момент мы это говорили об этом. Почему? Вот, Вась, вот защити. Вот к тебе обращаются инвестиции. Василий, вот защити вот сейчас. Это защитная стратегия вот что, какая? да. Это Где самый защита? часто задаваемый вопрос, особенно когда... ЦБ на прошлой неделе направил в Минфин свой пакет законопроектов, согласно которым регулятор предложил запретить в России как майнинг, так и оборот криптовалют, ввести административную ответственность за нарушение. По мнению Заботкина, позиции ЦБ и правительства расходятся в оценке масштабов рисков, связанных с анонимностью и волатильностью криптовалют, а также в оценке последствий введения предлагаемого правительством регулирования. Ситуация творится, нет защитных активов вообще. Ну, нету. Возьмите просто, ну, еще раз, если мы говорим, что в мире наступает паника из-за геополитических рисков, которые будут расти дальше, конечно, в моменте, ну, тоже золото, почему нет, там, и 200, и 2200, ну, 10-15%. Что касается защиты прав граждан, то, по мнению Банка России, значительная волатильность и непредсказуемость экономической ценности криптовалют делает их абсолютно неприемлемым инвестиционным инструментом. Это не инвестиционный инструмент, это крайне спекулятивный актив, сказал зампред ЦБ, напомнив о резком изменении курсов криптовалют за короткий промежуток времени. В каком промежутке времени? Через 2-3 месяца. Через острую фазу пройдем и закончится, ну, мое мнение. А если мы говорим про нормальную коррекцию, которую... Вот мы сейчас идем под копирку 2018 года, один в один. Тогда Федрезерв повышал ставки и начал расчищать баланс. Сейчас
сейчас, по сути, то же самое приостанавливают все в мире центральные банки.